Ура, друзья, это свершилось, и вы поступили в зарубежный вуз и переехали в другую страну. Сперва вы будете пребывать в этой эйфории, изучать местные города, знакомиться с местными жителями, ну и, конечно, со студентами со всего мира. С ними, конечно, вы будете тусоваться, пробовать новые кухни, жаловаться на то, что вам не хватает старой доброй русской окрошки, не окрошки, борща и пельменей, блинчиков с красной икрой. Но потом все-таки придется вернуться на землю и вспомнить, для чего же вы приехали в эту самую страну. А приехали туда вы для учебы и заканчивать, скажем, среднюю школу или учиться в университете может быть достаточно сложно. И, конечно, в процессе обучения, подготовки к каким-либо экзаменам у вас могут возникать проблемы. Эти проблемы могут отличаться от проблем, которые были у вас в привычном вам учебном заведении в родной стране. Давайте разберемся, что же все-таки стоит делать для того, чтобы минимизировать сложности в процессе обучения. Обучение, конечно же, на иностранном языке. Образовательная система вузов России и других стран, как правило, существенно отличается, а потому, чтобы не было неприятных сюрпризов и чтобы можно было подготовиться к сессии морально, необходимо узнать, как вообще проходит процесс обучения и особенно процесс сдачи экзаменов. В России мы привыкли, что нам дают список вопросов, которые нужно выучить к экзамену, а на самой сдаче мы тянем билет. Но если вы переедете в Европу, скажем, то здесь не будет ни вопросов, ни билетов. В чем, скажем, отличие между сдачей экзамена в России на сессии в университете и, скажем, в той же Италии? У нас вы заранее знаете, какие могут быть вопросы, и на экзамене вы тянете билет, где несколько этих самых вопросов. Потом у вас 20 минут на подготовку и вы, собственно говоря, отвечаете. А как происходит в Италии? А в Италии экзамен будет проходить так, что вас будут опрашивать по всем изученным темам в течение всего отрезка времени. И фактически без подготовки. В той же самой Англии ценится использование дополнительных материалов. То есть мало того, что у вас будет книжка по предмету, а может быть и 3 книжки, вам еще нужно будет все время проводить в библиотеке, изучая кучу литературы, которую вы сами найдете и, скажем, сочтете ее полезной. Так вот, я думаю, что вы со мной согласитесь, что второй вариант сдачи экзаменов гораздо сложнее, чем первый. Тем более, что он на иностранном языке. Поэтому я вам советую заранее не полениться и изучить тему того, как будут сдаваться экзамены, сессия в вашем новом зарубежном учебном заведении. Даже если вы прекрасно владеете иностранным языком, на котором ведется обучение, это еще не значит, что вы не будете испытывать трудности во время лекций или чтения учебников. Незнакомые слова будут встречаться всегда, а на их перевод тоже нужно время. Помните, что общаться с иностранными друзьями в непринужденной обстановке за чашкой кофе – это одно, а изучать, скажем, психологию или юриспруденцию со всеми их терминами – это совсем другое. Есть еще такой важный момент, что у вас будет, скажем, в течение года несколько предметов. Так вот, экзамены могут по каждому из этих предметов проходить по-разному. Еще раз, к предыдущему пункту. Изучите, как будут сдаваться все эти тестирования и экзамены. К сожалению, друзья, это тот момент, когда приходится снимать свои розовые очки и становиться к себе гораздо более требовательным. Язык придется прокачивать постоянно. Как академический, так и профессиональный. Забудьте о последней ночи перед экзаменом и даже о последней неделе перед ним. В других странах это не работает. Во-первых, во многих странах приходится знать действительно много материала, так как спрашивают буквально все, да и возможности списать обычно нет. В аудиториях, где проходят экзамены, как правило, несколько преподавателей, которые будут вас проверять. А в дополнение к этому может вестись видеонаблюдение. Но если ваши работы письменные, то они могут быть отправлены на независимую проверку в другой вуз.
Во-вторых, друзья, вам, как иностранным студентам, всегда необходимо будет больше времени на подготовку по очевидным причинам, о которых я сказал уже выше. Дополнительное время будут отнимать как переводы незнакомых слов, так и психологические моменты. Как минимум в первую сессию вы будете испытывать настоящий стресс, хотя бы потому, что не привыкли к такой системе. Выбирайте свой личный способ обучения, потому что универсального не существует. Кто-то аудиал и запоминает лучше, когда слушает. Таким людям имеет смысл посещать все занятия, вовлекаться в процесс с помощью слушания. Кто-то визуал, и ему проще воспринимать информацию зрительно. Тогда можно попробовать найти какие-то видео по теме, а также таблицы и схемы. Ну и есть кинестетики. Такой тип людей учится лучше тогда, когда сам что-то воспроизводит, пишет конспекты, делает пометки на полях в учебниках и так далее. Если вы не знаете, к какому типу относитесь, к тому же может быть так, что на родном языке вы запоминаете информацию лучше одним способом, а на иностранном языке другим. Тут рекомендация очень простая. Пробуйте все. Слушайте лекции в аудиоформате во время пробежки. Что, не знали, что так можно? Печатайте лекции на компьютере. И да, с собой можно брать ноутбук в аудиторию. Конспектируйте лекции. Ну, если не с ноутбуком, да, то записывать от руки. И так вы поймете, что для вас лучше работает. Ищите видео на соответствующие темы. А сейчас в интернете полным-полно ресурсов, которые предоставляют эти самые видосики. Если вы будете пробовать все возможные варианты, то, конечно, в самом ближайшем будущем вы поймете, как вы лучше запоминаете. Не стесняйтесь просить совета у других студентов, как местных, так и русских. Да-да, русских. Вы можете быть удивлены, как много русскоговорящих находятся за границей. А во многих иностранных вузах и школах есть русские сообщества. Кстати, многие местные студенты обычно с удовольствием помогают разобраться с непонятными темами. А русские, конечно же, поделятся своими личными лайфхаками, которые у них скопились, пока они учились в иностранном вузе. Еще один хороший способ успешно сдать экзамены – готовиться в группах или парах. Когда студенты учатся вместе, у них всегда есть возможность уточнить или объяснить какие-то непонятные моменты. А также такой способ помогает быть в тонусе, постоянно прогоняя и повторяя материал. Ну и, конечно, один студент, как правило, мотивирует другого. Ну и, конечно, этот способ эффективен как в случае, если вы будете готовиться к сессии вместе с местными студентами, так и если с соотечественниками. Ну, конечно, я не открою для вас какой-то тайны, если скажу, что важно не зубрить материал, а понимать его прежде всего. А потому самый эффективный способ после того, как вы прошли новую тему, это пересказать ее кому-то еще. Ну, или, скажем, научить кого-то этой теме. И, конечно, на первоначальных этапах можно учить тему на иностранном языке, а пересказывать ее на своем родном. Ну и, конечно, многие студенты-иностранцы, изучив тему на иностранном языке, дополнительно перепроверяют ее на своем родном языке, так скажем, закрепляя ее. Ну, это быстрее и проще, откровенно. Ну и, конечно, первоначально придется тратить кучу времени на изучение материала на иностранном языке, и еще такую же кучу на закрепление его на своем родном. Но зато в таком случае можно быть на 100% уверены, что потом на экзамене вы сможете объяснить весь заученный материал, пусть даже не зазубренными фразами из учебника, а своими собственными словами, но объяснить. Это мои некоторые лайфхаки, как учиться на иностранном языке. Пишите в комментариях, какие методы для обучения используете вы, пусть даже не на иностранном языке, но на своем родном. И что для вас работает лучше всего. Не забываем ставить лайк. Пишите, о чем вам хотелось бы узнать в следующих видео. И если вы еще не подписались, то подписывайтесь. Обязательно. Пока.